Всем привет! У нас сегодня выходной. Буду делать котлетки печь. У нас уже 11 час, а я все никак не могу тут разгрести свои дела. То с Ванькой, то по телефону тут поговорила, посидела. В общем, котлеты буду делать. Здесь у меня фарш свиной, яйцо, морковь тертая на мелкой терке и картофель на мелкой терке. Лук вот половинку порезала сюда, посолила и хмели сунели посыпала. Наша любимая приправа. Конечно, она почему-то, знаете, не вся так вкусно пахнет. Есть вот как-то я один раз брала, может быть, фирма это какая-то плохая, не знаю. Или, может, приправа неправильно лежала где-то на каком-то складе. Ну, в общем, была невкусно пахла. А это просто балдежная. Только где я ее покупала, я уже не помню. Но у меня еще есть целый пакет. Ну, как сказать, пакетик. Тут, смотрите, у меня такой везде срач. Тут тарелки всякие. Вот я так готовлю. Смотрите, что я делаю. Ванчик там тоже вот страдает ерунденькой. Только я покажу там. Не, Вань, туда не пойду. Вот там колбасу ест. Еще головы там уже растаяли. Смотрите, что я делаю. Да, вот Ванька ерундой страдает. А привет никому не сказал. Привет. Да, скажи всем привет. Настя пошла в наш ларек. Молоко у нас последняя пачка. Потом еще батон из собаки взять. Яблочки 4 штуки я ей наказала. Муки килограмм, потому что завтра будем, наверное, опять пиццу делать. Они мне все просили. Но, наверное, уже не сегодня. Ну и из-за того, что у нас еще половина моцареллы осталась. Ну вот я брала, и половинка еще осталась, поэтому надо ее обязательно приготовить. Угу, молодец. Потому что она испортится, моцареллка. Да. Мы любим пиццу. Вот теперь полюбили пиццу с моцареллой. Раньше с простым сыром делали, но знаете, вот отличается вообще. Почему-то с моцареллой намного Сколько вкуснее. грамм? Ну, да, так не видно. Ой, я не вижу, отсвечивает. Грамм. 150, наверное. Держи. 150. Это мусор у нас стоит сейчас. Настя придет, сходит, выбросит. Это я поменяла пакет там в ведре. А сюда... Надо стойка. Ну и вообще конца. сейчас вот обрезала картофель, там морковь. Все сюда, лук. И вот Настя как раз сейчас и снесет этот пакет на помойку. Вот у Ваньки тоже такой тут бардачельник. Вот все вот так у него. Я тут, готовила, подготавливала все. И он сюда все натаскал. Тут тоже со мной сидел. На горшке вот уже успел посидеть. А то он говорит, я там один боюсь. Почему-то стал бояться, хотя раньше никогда не боялся. Я помню, работала в магазине. И мне надо было в 7 часов ходить. Я бегала, хлеб принимала. Потому что хлеб был в 2 смены, в первую и во вторую. Мы брали всегда в первую, заказывали. И мне нужно было вот в 7 часов быть уже в магазине. Ну, это когда еще Ваньки не было, Настя была одна. Ну, вот, и, она еще тоже была такая маленькая, в сад ходила. Но побольше было, наверное, лет 5 ей было, может быть. И я вот так вот уходила, а что делать? Говорила ей, Настя, не бойся, включала телевизор и бегом прям бежала в магазин, принимала хлеб, быстрее закрывала и к Насте бежала. Вот тут я ее тоже там помыла, одела, и в садик мы с ней опять тоже бегом, потому что уже очередище стояло вечно в магазине, около там на крыльце стояли уже 200, стояли уже там люди, бабки, которым не втерпешь хлеб было взять. И мне приходилось ее на себя, на руки и бегом. Руки отваливались. Ой, это вообще как вспомнишь, так вздрогнешь. Кот, что ты колбасу-то опять не доел? Надо ему сейчас голову положу, он голову любит. И тут еще у меня, знаете, варится, такие вот куски, тут ребра. Ребра, мясо. Это суп сейчас буду варить, не знаю только пока какой. Такие вот. Я покупала вот когда грудинку, там были вот такие косточки небольшие, я вот оставила. Кастрюлю пришлось такую приносить с веранды. Вот у меня такой набор есть из 3 кастрюль, это мне досталось от свекрови по наследству. Ой, боже мой. Ну и вот. И что их... А эта кастрюля еще мы вот компот там не допили. Вот чуть-чуть осталось. Я сейчас яблоки эти все съем. Сейчас вот чуть-чуть освобожусь. И компот мы допьем, и все. И вот сейчас котлеток спеку. Ничем я их не обваливаю. Очень редко, если в сухарях. А сухари у меня закончились, мне кажется. Да, закончились. И Настя я, как обычно, не написала. Ну ладно, ничего не сделаешь. Ладно, в общем...
Еще не прощаюсь, надеюсь, что мы еще увидимся. Ну, вообще покажу, может быть, котлеты, еще сало я вам хотела показать. Вот будем, когда садиться обедать, может быть, тогда и сало тоже вам покажу. Но уже все просолилось, вкусное, наверное. Ну, обычно всегда было вкусное. Поэтому рецепты всегда получается сало. Но, знаете, вот, когда просто сало белое, лучше, конечно, так не делать. Ну, по крайней мере, по моим вкусам. Я люблю просто тогда соленое, не отваренное. Все, помыть. Ну, все, ты молодец, поставь на стол. Умница. И сало просто белое, когда такое, знаете, я просто солью обмазываю, иногда приправами и выдерживаю. А когда держала свой поросенка, такая большой у меня бак был, я там застилала пленкой, накладывала, просыпала всю соль, у меня было несколько пачек. И вот так вот слоями соль, потом сало обмазанное, еще солью посыпала. И все вот так вот у меня. И мы ели очень долго. И всю зиму нам хватало, и чуть ли не до следующего поросенка пока резать. Да, свои хорошо, конечно, иметь и поросят, и курей. У нас и куры тоже были 10 штук. Так что яйца были всегда, я помню, даже давала всем родственникам, потому что невозможно съесть в день 10 яиц. То, что куры вообще яйца приносили отменно. Ну, вот год, где-то полтора, а потом меньше, и все, и совсем не стали. Но сейчас приобрести вот это все очень дорого. Даже кормить, конечно, тоже дорого. Все же подорожало теперь. И комбикорма всякие, зерно, но все равно купить очень дорого. У нас одна курица примерно стоит 400 рублей. Такие, которые, знаете, не цыплята и не куры, а вот такие подрощенные, которые там через месяц, допустим, будут уже нестись. А поросята вообще, я уже говорила в каком-то видео, что очень дорого. Самый дешевый поросенок у нас белый стоит 7 тысяч, по-моему. Вот я как-то смотрела. Это очень и очень дорого. Раньше, когда они стоили по 2 там, тысячи, даже по 1,5, я помню, где-то мы сразу брали 2 поросят всегда. Они лучше растут и лучше едят. Как-то всегда, одного никогда я не держала поросенка, всегда по 2 было. Ну ладно, болтать можно бесконечно. Все дома приготовили, сделали свои дела, вышли вот опять. Ну, тут просто погуляем. Навряд ли что-то есть хоть какие-то грибы, потому что у нас тут на днях был мороз 8 градусов, поэтому, мне кажется, все уже замерзло. Ну, такие есть вот поганки всякие. Такие встречаются, разные белые. Вот тут вообще целая куча каких-то. Вот. Много-много-много. Вот. Везде какие-то поганыши выросли. Хотя можно так подумать, что это опята, но это не они. И вот смотрите, у нас вот, ну не знаю, видно, нет? Такая прям вот изморозь. Ну такая она мелкая, но все равно. Прям видно, вот как будто туман там какой-то сзади. Вышли подышать свежим воздухом. Погуляем здесь, потом пойдем туда к дому. Я где-то дятел, наверное. Не вижу. А вы не разглядите? Тоже, наверное, не разглядите. Где-то так и верещит, а я не могу его найти. Где-то совсем кажется, что здесь, близко. И не вижу. Не знаю, где. Потом хочу сходить в парнике. Там у меня остался еще перец. Мне кажется, он там замерз. И я его тоже схожу и уберу. Ну, вообще посмотрю, что там надо, что не надо. Котов накормила, давала им сегодня сосиски, которые я брала. Знаете, вот как-то я показывала в Великолукске, когда машина приезжала. Я брала там сосиски, сардельки, мясо какое-то, собаки кости такие от ног, от свиных. И сардельки мы кое-как съели, хотя они были вообще невкусные. Так что я никому не советую. Мясо еще можно взять, но вот какую-то колбасную продукцию, это просто фу. В общем, сардельки были горькие, а сосиски мы тоже как-то пробовали. Точно такие же, одна горечь. Вообще невкусные. И вот сколько они пролежали, уже 2, наверное, недели у меня. И с ним ничего абсолютно не произошло. Они вот как были, как будто свежие, так и есть. Поэтому это что-то с чем-то. Ну, в общем, дала котам по 2 сосиски таких. Что, Ваня? Там не был белый гриб, а просто поганки. Ну, поганки нам не надо.
Зачем нам с тобой поганки? Мам, посмотри, где я была. Угу, я иду, смотрю. Уже грибов ничего нет нигде. Где-то люди еще опята собирают. Но мы не знаем тут, где они есть. Да и не пойдем мы. Куда-то далеко нам не дойти. Где я была. Ну, а ехать не на чем, поэтому. Вот где я была. И ты... Ой, Уже 2 раза упал. 1 раз с машины со своей этой синей. И около дома там на доске поскользнулся. И рукой прям в крапиву залез. Больно ему теперь. Мам. А, это был. где? Да это где-то птицы какие-то, утки или кто-то там. Или гуси где-то Нет, верещат. я что-то обгорел. Не знаю, я больше... О, это Да. только не белые грибы? Не, Иван, это поганки. Это вот. Не надо их. Может, какие-то звери съедят или улитки какие-нибудь. Мам, Жуки. Ну что? вот. Я Там. видела. Мгм. Настя там тоже что-то фотографирует вроде. А? Ты что-то фоткаешь? Цветочек. Ой, это козел, что ли? Фу, это не козел. Это поганка. Он даже воняет поганкой. Вот Как можно понять? даже всегда вот понять, Фу. это поганка или нет. Она пахнет, ну просто поганка, я не знаю. Даже на запах. И то можно понять, что это за гриб. Что у него такой вот, у поганок всегда такой вот запах, вот, ну не знаю, ни с чем, мне кажется, не спутаешь. Мама, М? смотри, где я выйду. Ну давай, я смотрю. И ты здесь? Нет, Где я? только ты. Ну давай, иди. Опа. Смотри, аккуратно, там ветки торчат. Мгм. Вот как я выгнал. Ничего нет, даже никаких намеков нет на эти грибы. Ну, мы как бы и не шли за ними. Это всем понятно, что после такого мороза навряд ли будут грибы. Поэтому так мы просто пройтись, прогуляться, подышать. Ну что? Да, ну, откуда там? Мам, белый гриб. Ну, я иду. Где белый гриб? Вот он. Не, это вообще чага, Ваня, это деревянный гриб. Не надо. Я хочу чагу. Зачем тебе чага? Надо. Не придумай. Я хочу. А тут вот береза опала. Такие листья интересные, да? Ну, не то, что листья, а вот место само интересное такое тут стало. Поганки, поганки, еще раз поганки везде. От нас вообще мы идем, особенно от меня, так котлетами пахнет. Котлет я нажарил, забыла вам показать. Ну, потом придем домой, покажу котлеты. Почти 3 сковороды получилось. Ну, 2,5 с этого всего фарша. А. С папой туда, до самого конца. Не, Ваня, мы тоже 1 раз ходили, а потом, помнишь, там кто-то рычал, не пойдем. Страшно. До конца мы ходили. Я поняла, нет, Вань, мы не пойдем. Там не боялись. Угу. Я не боялась. Настя, не ходите дальше, не ходите, там лес уже пошел. Здесь есть грибы. Да нет там ничего, тут нет и там. Нет. Пойдем вон там по краю теперь посмотрим. Нет. Вань, ну хочешь иди, мы тебя тут подождем. Конца. Нет, я не пойду. Ну там тоже грибы. Там страшно, там лес. Ну там, Или медведь. ну там тоже грибы. Ну иди, я тут постою. Нет. Ну, так и я тоже боюсь. Пошли. Мама. Нет, Вань. Вот что вот с человеком делать? Чуть что не по его, так сразу начинаются слезы. Чудак. Ай, боже мой. Пришла, вот сейчас мы погуляли. Пришла в парник. Вот смотрите, видите, как морозом долбануло. Но перец нормальный. Вот. Нет, есть такой где-то, вот я видела, вот это точно замерз. Вот по нему даже видно. А вот желтые хорошие, вот тут вот все красные хорошие. Сейчас я их вот оборву, которые не замерзли, потому что те тоже, вот я вижу, замерзли. И тут тоже нормальные. Ой, фу, вся в паутину. Как-то тут тоже даже прохладно сразу, это в парнике, только 11 градусов. И вот сюда его сейчас принесла вот этот ящик, который в тот раз. Я вот, помните, был он целый, я соседку угощала. Давала ей перец. А она мне с магазина, не помню, что-то приносила. Ну, я имею в виду за мои деньги, просто донесла.
горчица цветет и пахнет. Ой, сейчас нас бабка там одна напугала. Вот мы так и простояли. Я вообще даже замерзла. Она там живет рядом с одним дедом. Ну, бабка тоже старая такая. И она говорит, что у деда окно не отвешивается с самого утра. И говорит, я стучала, ходила. Ну, в общем, позвонила она сыну. И вот сын сейчас приехал, и дед это, оказывается, спал. Представляете, время. Уже обед, уже 2 часа, а он до сих пор спал. И он даже не слышал, что там грохали. И она стучала, и потом там еще такой соседский, там, ну, такой, я не знаю, 20 с чем-то лет, тоже приходил. Он и по окнам там лазил, и в окна ему грохотал, и он даже не слышал. И вот сейчас приехал сын, мы же там стояли, ждали его. Ой, я, конечно, думала, что все уже труп. Это честное слово, я правда думала, потому что как можно, тебе стучат в окна, в дверь, и ты даже ничего не слышишь. И почему ты утром встал, не отвесил окно? Первым делом, ну, отвесь, чтобы понятно было, что ты там живой. Это какой-то караул. И, в общем, она туда поперлась вместе с этим сыном. Я слышу, они все бу-бу-бу-бу-бу. Ну, мы сюда не пойдем всем миром. Мы тут и с Настей, и с Ванькой, блин. Ну вот, и это... И потом смотрю, дед этот на крыльце появляется. Думаю, фу, слава богу. Мне так смешно сразу почему-то стало, не могу. Нервная. Я вообще боюсь таких вещей. Даже посторонние люди. И мне всегда так жалко всех. Прям ужасно. Поэтому... Прям хорошо, что хорошо закончилось. Ладно, буду я перец теперь убирать. И пойдем мы обедать. Настя уже там мне все ноет. Пошли домой. А Ванька, можно я попахаю? Он говорит. Ну, это по земле, он там по моей клумбе поездит опять какой-нибудь машиной или трактором. Я говорю, давай 5-10 минут и пойдем. Вот я сейчас уберу это и пойдем мы обедать. Вот, порезала сало. Смотрите, какая красотень получилась. Сейчас будем мы обедать. Ароматное. Вкусное. Это я вот один кусок. Суп такой. С цветочками, как Ванька выражается. Вот у каждого мясо. Тут. И у Насти тоже у всех. Да, Вань? А Вань, вредина такая, прям ужасно. И вот котлет столько получилось. Много котлет. Нам на 2 дня точно хватит. Что делают, смотрите. Чудаки эти. Ну, чудаки. Я там картошку варю. Голову помыла. Пюре будем делать. Ужас, ужас. Чудаки. Ванчик, зачем ты лезешь? Ваня. Вань. Ой, Настя. Аккуратно. Прям не могу. Сердце в пятки. А съела колбасу? Ага. Что тебе надо? Ну, лететь тебе, Вань. Настя, аккуратно. Голову разобьет. Не поднимай его так кверху. Я не люблю такие игры, мне страшно. Ужас какой. Ой-ой-ой-ой. Картофанку. Сейчас лаврушки и листик кину сюда. Котлеты так и стоят у нас. В обед мы ели сало вот это, что я вам показывала. Очень вкусное вообще. Нам всем оно понравилось. Прям вот знаете, вот все в меру. И соль, и вот эта приправа. Вообще смесь приправы получилась очень вкусно. Вот эту хмель-сунель, паприка копченая и плюс перец, и чеснок. Прям вообще шикардос. Ну, мне понравилось. Как-то в какой-то раз я делала, у меня, мне кажется, не было вот этой паприки. И что-то я... Черный перец, по-моему, молотый я вот. Черный перец молотый и чеснок у меня был. Ну, вот как-то тоже было вкусно. Но вот это очень вкусно. И тем более перец, он такой, знаете, островатый. А паприка красная не острая, сладкая. Получилось, что можно всем есть. И детям тоже. Поэтому очень вкусно. Советую вам тоже приготовить.